Думаете, древний мир – это в лучшем случае рычаг, колесо или каменный топор? Представьте чехол для механизма размером с обувную коробку. Положили внутрь 37 бронзовых шестеренок и получили устройство такой сложности, что следующая подобная вещь появится только через 1400 лет, когда в Европе начнут строить первые башенные часы. Еще представьте стеклянный бокал, который при дневном свете выглядит мутно-зеленым, а если зажечь свечу внутри, становится кроваво-красным. Один и тот же предмет, два разных цвета. Секрет спрятан в частицах золота и серебра толщиной в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Это вписали в стекло за 1500 лет до того, как кто-либо в принципе узнал слово нанотехнология. А еще был случай, когда древний инженер взял шар, поставил его на ось над котлом с кипящей водой и заставил этот шар крутиться силой пара. Случилось это за 17 веков до того, как Джеймс Уатт получил патент на паровую машину, и весь мир привычно решит, что промышленная революция началась с него. Возьмите карту мира и поставьте на ней 6 точек. Они будут лежать в Греции, Ираке, Британии, Китае. В каждой из этих точек лежит вещь, которая по всем нашим привычным представлениям там лежать не должна. И сегодня мы пройдем этот маршрут от начала и до конца. Первая точка – пролив у острова Антикитера, дно моря, 1901 год. Ныряльщики за губками подняли с обломков торгового корабля кучу всего. Статуи, амфоры, посуду и, среди прочего, позеленевший кусок металла в коралловой корке размером с обувную коробку. Самая простая версия, которая напрашивается сразу – мусор или какая-то оплавленная железяка, возможно, переплавленный лом, который везли на продажу, положили на полку и почти забыли. Спустя год сотрудник музея Валериас Стаес присмотрелся повнимательнее и увидел внутри ровные металлические зубья – шестеренки, в куске которому было больше 2000 лет. Он сообщил коллегам о находке. Те отнеслись с осторожностью, никто не говорил о подделке, просто было совершенно непонятно, что они видят перед собой. Сама мысль, что такой механизм мог существовать в античности, звучала почти как противоречие в терминах. Примерно как найти исправный смартфон в раскопках бронзового века. И с этой минуты историки спорят без прерыва больше 100 лет. Разбираться, что лежит в той коробке, взялся британский физик и историк науки Дерек де Соло Прайс в конце 50-х. Изучал обломки больше 20 лет. Технологии того времени давали ограниченную картину, а сами обломки за 2000 лет под водой слиплись в несколько больших кусков. В 1974 году вышла его работа со спокойным названием «Шестеренки от греков». Вывод – астрономический вычислитель, машина, которая через зубчатые передачи рассчитывает положение небесных тел. Прайс дал предмету ученое имя, написал монографию и защитил репутацию находки. А в 2005 году группа под руководством Тони Фрита просветила все обломки рентгеновской томографии, используя технику, которой попросту не существовало во времена Прайса. И оказалось, что внутри не 20 шестеренок, как считалось раньше, а 37, и самые крупные около 20 сантиметров в диаметре, с отклонением от расчетных углов в несколько угловых минут. Часовые механизмы такой точности Европа научится делать только в XIV веке. Крутишь боковую ручку, и стрелки на циферблатах показывают, где будут Луна и Солнце в выбранный день. Один механизм отслеживал метонов цикл. За 19 лет Луна делает ровно 235 оборотов и возвращается в ту же точку относительно Солнца. Это позволяло согласовывать лунные и солнечные календари. А другой диск предсказывал затмение по циклу Саарос. В 2021 году группа Фрита опубликовала реконструкцию, по которой прибор еще показывал положение 5 видимых планет и 4-летний цикл панелинских игр. И такой набор механик указывал нам, что перед нами в том числе первый спортивный календарь в истории. Весь прибор помещался в деревянный ящик размером с толстую книгу, с ручкой сбоку для завода. Дерево сгнило за 2000 лет под водой, бронза выжила. На сохранившихся фрагментах читаются греческие названия месяцев и знаков зодиака, а на одной из шкал имена планет: Зевс, Арис, Кронос, Афродита, Гермес, Марс, Сатурн, Венера и Меркурий в привычной нам латинской традиции.
Каждая двигалась по своей передаче с учетом реальной скорости движения по небу. С поправкой на то, что разные планеты по-разному ускоряются и замедляются на небосводе с точки зрения наблюдателя на Земле. То есть выходит, что это рабочая астрономическая модель. И удивляет здесь больше всего не сложность сама по себе, а то, что за ней стоит. Чтобы перевести астрономические циклы в число зубьев на 37 колесах, эти циклы нужно было сначала много лет наблюдать и записывать. Архимед строил сложные механизмы. Эратосфера вычислял окружность Земли с ошибкой в несколько процентов. Александрийский Мусион работал столетиями, собирая ученых со всего тогдашнего мира, и этот прибор вырос из такой среды, а не свалился из ниоткуда. И еще деталь, которую легко упустить. На том же корабле плыли статуи и амфоры с вином, а механизм ехал в одном трюме с обычным товаром. Для людей, которые его грузили, это была достаточно обыденная вещь, чтобы везти ее вместе с посудой. К моменту кораблекрушения прибор был уже довольно старым. Изготовили его во II веке до нашей эры. То есть он успел прослужить примерно 150 лет, прежде чем оказаться на дне. Теперь мы оказались в Александрии, 1 век нашей эры. Один из самых насыщенных городов тогдашнего мира. Порт, торговля в 3 части света, библиотека, несколько культур в одном месте. Александрийская библиотека была не просто хранилищем книг, это был институт, где приглашенные ученые получали жилье и годами работали над одной задачей. Мусион рядом с ней служил исследовательским центром, где жили и спорили ученые со всего тогдашнего мира. В этом городе работал человек, которого называли Механикус, человек-машин. Нам он известен как Герон Александрийский. О самом Героне известно достаточно мало, даже годы жизни, только приблизительно. Историки веками спорили, к какому веку его относить. Называли то 3 век до нашей эры, то 3 век нашей эры. Разброс доходил до нескольких столетий. Вопрос решило лунное затмение, упомянутое в его собственных текстах. Астрономы смогли датировать его точно. Без этого затмения Герон до сих пор болтался бы между 3 веками в справочниках, как безымянная тень с неясной пропиской. Музейные подписи к античным механизмам долгое время были скромными. Рычаг, водяное колесо, в лучшем случае мельница. У Герона в трактате под названием «Об автоматах» описан целиком механический театр. Деревянные фигурки двигались, декорации менялись, из скрытых механизмов раздавались звуки грома, без единого человека за сценой. Приводилась в действие система грузов, веревок и емкостей с песком, которые постепенно высыпались и тянули рычаги в нужный момент. Это была машина с программой, зашитой прямо в физическую конструкцию. Представление повторялось одинаково от раза к разу, потому что последовательность действий определялась самой геометрией механизма. Также среди изобретений есть устройство для египетских храмов. Жрецам нужна была магия, что-то, что впечатляло бы прихожан и держало авторитет. Герон согласился предоставить механику. Двери храма раскрывались сами, когда жрец поджигал огонь на жертвеннике. Здесь горячий воздух поднимался по скрытым трубкам в запаянный резервуар, давление росло и толкало воду через сифон в подвешенные на веревках емкости противовесы. Те опускались под собственным весом и через систему блоков поворачивали оси дверей. Когда огонь гас, давление падало, вода уходила обратно, двери закрывались сами собой. Для молящихся это было безусловно чудо, для Герона – решением инженерной задачи. В том же списке изобретений можно встретить бронзовый шар на оси над котлом с водой. Как все это работало? Из шара торчат 2 изогнутых сопла в разные стороны, котел греет снизу, пар идет по трубкам в шар. Затем вырывается из сопел, и шар раскручивается за счет реактивной силы. Вуаля! Перед нами первая паровая турбина, созданная в 1 веке нашей эры. И тут хочется спросить, если принцип знали еще тогда, почему промышленная революция случилась только через 17 веков? Звучит, как будто человечество просто проспало момент. И ответ есть. Он скучный, но зато честный. Мощности у шара Герона нет. Он вращает сам себя и больше ничего. Чтобы получить
полезную работу нужен редуктор и нагрузка, и котел под давлением, а здесь же герметичные швы, металл, который не ведет от жара. А вот тут все и упирается в стену. Бронза и железо первого века для этого просто не годилось. Нужная металлургия появится в Европе только через 1500 лет. Плюс в Риме рабочие руки тогда стоили очень дешево, экономического запроса на замену человека механизмом почти не было. Рабский труд закрывал большинство задач, для которых веком позже понадобится паровая тяга. Историки экономики спорят об этом до сих пор. Одни считают дешевый рабский труд главным тормозом технического прогресса Рима, другие возражают, что металлургические ограничения сами по себе исключали серьезное применение пара независимо от стоимости рабочих рук. Спор не закрыт ни в одну сторону до сих пор. Принцип остался строчкой в рукописи. Понять, что пар способен вращать вал, можно сидя за столом с пером в руке, а вот сделать котел, который не разорвет под давлением, требует целого набора смежных технологий, способности выплавить однородный металл, токарного станка для точной обработки цилиндров, умения нарезать резьбу для уплотнений. Когда в XVIII веке все это сложилось одновременно, строчка Герона стала двигателем Уатта. Также в записях Герона мы можем встретить еще одно удивительное устройство – сосуд со святой водой, в крышке которого была небольшая щель размером с монету. Бросаешь монету в эту щель, она попадает внутрь, давит весом на рычажок, тот открывает клапан, и вода льется в ладони. Монета соскальзывает, клапан закрывается. Первый документально подтвержденный торговый автомат в истории. Стоял такой автомат в египетских храмах. Прихожане перед молитвой были обязаны омыть руки священной водой. А жрец не мог физически стоять у каждого сосуда и отпускать воду вручную, особенно в час пик, когда у входа собиралась толпа. Автомат решал обе проблемы разом, нормировал расход воды и освобождал человека. Жертвенник зажгли, двери открылись, монету бросили, клапан открылся. Та же логика, только без слова «автоматика», которая появится в языке намного позже. Следующий европейский автомат с монетным приводом, о котором есть документальные свидетельства, появится в Англии только в XVI веке. Между ними около 15 столетий тишины, не потому что принцип забыли, а потому что задача в прежнем виде просто исчезла. Летим дальше по древним изобретениям. В Багдадском музее в 1936 году директор самого музея разбирал запасники и достал глиняный сосуд высотой сантиметров 14. Внутри свернутый в цилиндр медный лист, запаянный по шву. В нем железный стержень. Сверху все закупорено асфальтовой пробкой. Возраст где-то от 250 лет до нашей эры до 250 нашей. То есть точностью до нескольких столетий всего лишь-то, не больше. В 1938 году директор Кёниг публикует версию, от которой бьется сердце у любого любителя сенсаций. Это электрическая батарейка, парфянская батарейка. Электричество за 1500 лет до вольта. Самое интересное, что эта батарейка, то есть кувшин, то есть батарейка, она и правда могла давать ток. Медь и железо – два разных металла с разными электрическими потенциалами. Залей внутрь что-нибудь кислое, уксус, виноградный сок, получишь замкнутую ячейку и разность потенциалов. Это не выдумка, это базовая электрохимия. В 70-х годах 20 века несколько групп делали точные реплики и измеряли напряжение. Получали от нескольких сотых до целого вольта. А египтолог из Германии пошел еще дальше. В 70-х заявил, что позолотил серебряную статуэтку через электролиз с помощью такой реплики, подключив несколько сосудов последовательно для увеличения напряжения. Эксперимент сняли на камеру, история разошлась по документальным фильмам и музейным экспозициям, и на десятилетия стала практически каноном. Ее до сих пор можно встретить в научно-популярных книгах без всяких оговорок.
Правда, на этом моменте начинает кое-что смущать. И не сама электрохимия, а то, насколько гладко все сходится. Есть металлы, есть кислота, есть готовый эффектный результат на камеру. Но независимо и с теми же параметрами, результат от Гебрехта не воспроизвел никто. А это в науке означает не результат, а заявление. И при раскопках рядом с этими сосудами не нашли ни проводов, ни следов золочения, ни вообще чего-либо, к чему такую штуку можно подключить. Ни один текст парфянской эпохи не описывает ничего похожего на применение электричества. Похожие сосуды находили в разных частях Ирака, всегда поодиночке, без скоплений. А если бы их и делали серийно для одной конкретной цели, вроде питания каких-то приборов, логично было бы находить их группами, как находят инструменты одного назначения. Здесь же единичные экземпляры разбросаны по всему региону. Специалист Британского музея по металлургии Ближнего Востока разобрался с этим предметом. Конструкция куда лучше объясняется как хранилище. Железный стержень и асфальтовая пробка в регионе были стандартным способом защиты от сырости. Похожие сосуды с такой же крышкой встречаются и без всякого металлургического вкладыша внутри. Предмет, который физически способен давать напряжение, действительно существует. Это факт. Для чего он был сделан, неизвестно. Если бы такой сосуд подписывали честно, на табличке стояла бы не батарейка и не уверенная просто горшок, а две строчки, что показывает электрохимия и чего в находке физически нет. Так это проводов, золоченых предметов и текстов с упоминанием тока. Но мы летим дальше. Встаньте перед витриной в Британском музее, и одна и та же стеклянная вещь покажет вам два совершенно разных предмета. При обычном дневном свете мутно-зеленый, почти нефритовый кубок. Зайдите туда же, когда внутри стоит подсветка, имитирующая свечу, и он становится густо красным, не чуть темнее, а полностью другой цвет, но тот же самый кусок стекла. Возраст кубка больше 1500 лет, и сделан он был вовсе не в Британии, а в позднеримской мастерской. Высота кубка около 16 сантиметров. Он выполнен в технике клетчатого стекла, одной из самых трудоемких стеклодувных техник, известных в античности. Сначала мастер отливал двухслойный сосуд, где один слой был внутри другого, а потом внешний слой вырезал и прорабатывал так, чтобы тот отделился от внутренней стенки и повис на тонких стеклянных перемычках. Одно неточное движение резца, и вся оболочка бы растрескалась, и работа нескольких месяцев пошла бы на смарку. На кубке вырезана сцена из мифа. Фракийского царя Ликурга оплетают виноградные лозы Диониса в наказании за преследование бога. Отсюда название «Кубок Ликурга». Но дело тут не в резьбе, а в том самом цветовом фокусе со светом. Десятилетиями это списывали на примеси в стекле или особенности обжига. Сам факт цветового перехода был известен с тех самых пор, как кубок попал в музейные каталоги, а вот объяснить его технически никто не мог. Только в конце 90-х команда исследователей из Британского музея проверила стекло рентгеновским микроанализом. В толще оказались наночастицы золота и серебра от 50 до 100 нанометров, равномерно распределенные по всему объему. Именно этот размер и дает эффект. Частицы такого масштаба взаимодействуют со светом иначе, чем тот же металл в больших количествах, по-разному поглощая и рассеивая разные длины волн. Таким образом, в отраженном свете преобладает зеленый цвет, а в проходящем – красный. Физики называют это плазмонным резонансом. Нанофотоника в стекле IV века нашей эры. История предмета до Британского музея обрывиста. Известен с XVIII века, предположительно вывезен из Италии в средние века. Но это именно предположение, документов о точном происхождении нет. Кто его сделал, в какой момент, для кого – неизвестно. И эта неизвестность не случайна. Римские стеклодувные мастерские редко подписывали свою работу, в отличие от гончаров или скульпторов. Скорее всего, кто-то в одной конкретной мастерской подмешал в расплав золотую и серебряную пыль в нужной пропорции при нужной температуре, не до конца понимая, почему именно сочетание дает такой результат. Заметил, что цвет ведет себя необычно, запомнил и никому не рассказал. Перемещаемся в Китай.
Область Лаян. 132 год нашей эры. Джан Хэн родился в 78 году нашей эры в провинции Хэнань. Способный к наукам с юности, он со временем занял высокие государственные должности при дворе династии Хань, в том числе придворного астронома и главного историографа. Составил звездный каталог с 2500 объектов, писал, что Луна не светит сама, а отражает солнечный свет, и обосновал это через характер теней при лунных затмениях. Построил армиллярную сферу с водяным приводом. Небесная модель крутилась синхронно с настоящим небом прямо в закрытой комнате без окон, и астроном мог сверять расчеты с моделью, не выходя на улицу даже в пасмурную погоду. А позже он представил двору устройство, для которого в китайской историографии даже не нашлось готового названия. Назвали его примерно так: улавливатель ветров и сотрясений Земли. Историки буддизма и востоковеды долго спорили, не было ли это просто суеверным оберегом или ритуальным предметом, без реальной функции, украшением тронного двора. Бронзовый кувшин с драконами и жабами и правда больше похож на статую, чем на прибор. Внешне это был закрытый бронзовый сосуд около 2 метров в диаметре, формы напоминающей большой кувшин. По окружности 8 драконьих голов, каждая обращена в одну из 8 сторон света. В пасти у каждой небольшой металлический шарик. Под каждым драконом на полу стоит бронзовая жаба с открытым ртом, тоже ориентированная в ту же сторону. Земля вздрагивает от землетрясения, один шарик выпадает из пасти дракона и со звоном падает в раскрытый рот жабы под ним. Куда упал шарик, оттуда и пришел толчок. Для ханьского двора это была не игрушка. Землетрясение в дальней провинции Китая 1-2 веков могло разрушить ирригационные системы и зернохранилища. А весть об этом через гонцов в огромном централизованном государстве шла неделями. Прибор, который мгновенно показывал направление толчка, давал двору время начать помощь еще до прибытия официального донесения. В 138 году один из шариков выпал. Дракон смотрел на запад. В столице никто никакого толчка не почувствовал. Несколько дней прибор считали неисправным. И однажды с запада прибыл гонец. В области Линси случилось сильное землетрясение, примерно в 400 километрах от столицы. После этого случая к прибору стали относиться иначе. При дворе ввели практику, когда шарик падал в указанном направлении, немедленно начинали проверку и отправляли помощь, не дожидаясь официального донесения с места. Сам по себе прибор ничего не делал, только указывал направление. Дальше в дело шла государственная машина. Гонцы скакали с приказами, чиновники организовывали снабжение, склады открывали зерно для пострадавших районов. Описание прибора дошло из книги «Поздний Хань». Хроники составлены около 445 года, примерно через 300 лет после событий. Сам Джан Хэн писал о принципе работы, но этот текст не сохранился. То, что у нас есть, пересказ в хронике, написанный людьми, которые прибора уже не видели. В 20 и 21 веках несколько групп строили рабочие модели. Версия Фэн Жуя из китайского сейсмологического бюро считается наиболее убедительной. Внутри корпуса подвешен тяжелый маятник, который качается от сейсмической волны и через рычаги отпускает нужный шарик. Группа собрала модель и испытала ее на искусственных сейсмических импульсах. Прибор ловил волны определенного диапазона. Слабый мог пропустить, при очень сильном толчке мог уронить несколько шариков сразу. Но, честно говоря, тут я не до конца уверена, какая из реконструкций ближе к оригиналу. Прибор не сохранился, хроника не описывает внутренности. Приходится верить группе исследователей на слово, а слово это с оговорками. 6 предметов, 5 культур, 600 лет. И в каждой истории нас сначала тянуло к простому объяснению. Лом, магия, проспанная революция, парфянское электричество или ритуальная игрушка. И ни одно из них не выдержало проверки. Разница между тогда и сейчас не в устройстве человеческого мозга, а в том, насколько длинная цепочка стоит позади каждого изобретателя.
Джан Хэн опирался на века китайской астрономии, Герон на александрийскую традицию механики, на тексты Архимеда и Эктесибия, на опыт храмовых мастеров до него. Мастер с кубком на поколение стеклодувов, работавших в той же технике клетчатого стекла десятилетиями до него. Большинство этих цепочек оборвалось без следа. Рецепт нанофотоники умер в одной мастерской вместе с мастером. 37 шестеренок выжили только потому, что корабль лег на нужную глубину в нужном месте. Если закрыть глаза и вспомнить весь этот путь, остаются конкретные вещи. Кусок бронзы в коралловой корке, который чуть не списали в лом, музейная полка, на которую положили глиняный сосуд с асфальтовой пробкой, шарик со звоном, падающий в открытый рот бронзовой жабы где-то в Лаяне. Это скорее архипелаг, чем прямая линия прогресса, острова знаний, между которыми связь то и дело обрывалась насовсем. И мы только что прошли по нескольким таким островам совершенно случайно, благодаря затонувшему кораблю, забытым музейным запасникам, рентгеновскому аппарату, которого раньше просто не существовало. Вот это, по-моему, сильнее любой истории про пришельцев. Если вам интересно слушать древнюю историю, то подписывайтесь на канал, ведь впереди у нас для вас еще много-много выпусков.